Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня отдыхаем от больших проектов. Шьем маленькую, милую картинку. Мои самые внимательные зрители наверняка помнят работы, которые мы делали в технике витражи. Это и большие покрывала, и декоративные подушки, и сумки, и коврики. Техника выполнения везде была немного разная. Но во всех случаях мы шили прямые линии. А ведь так хочется разнообразия. Тем более в лоскутном шитье можно создавать прекрасные картины. Сегодня поработаем самым простым способом, доступным для новичков. Возьмем кусочки плотной ткани. У меня это мебельная. Хорошо будет работать и с фетром, и с плотным драпом. В принципе, можно взять любую ткань, но обязательно укрепить ее клеевым флизелином или дублерином. В интернете есть множество картинок, витражей. Выбирайте любую. Ее можно распечатать на принтере, а можно просто вывести на экран компьютера, увеличить до нужного размера, потом приставить к монитору лист бумаги и перерисовать. Таких картинок нам надо две. Одна как образец, а другую мы будем резать на выкройке. Самый простой способ сделать копию – приложить оба листа к оконному стеклу и перенести все линии. После этого подпишем все детали и вырежем их. А дальше уже перенесем все детали на ткань. Самое главное – не запутаться в раскладке. Детали раскладываем на лицевой стороне ткани. Обрисуем все детали водорастворимым маркером, а потом по контуру их аккуратно вырежем. Цветочки, листочки, стебельки, фоновую ткань. В качестве основы возьмем кусок плотной темной ткани. Первым делом наметим место, где будет располагаться наша композиция. А теперь уже приступим к выкладыванию узора. Сначала выложим углы. Знаете, девочки, ткани у меня с небольшим ворсом, они елозят, поэтому сначала мы их пришьем к основе иголкой с ниткой. Когда все готово, переходим к швейной машинке. Приставной столик берем обязательно. Надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. А дальше потихоньку, не торопясь, пришиваем все детали прямой строчкой. Концы ниток уводим на изнаночную сторону и там их закрепляем. Если надо, то детали можно поправить каким-нибудь острым предметом. А потом просто шьем и шьем. Промежутки между деталями небольшие. Можно нитки не обрывать. Готовую аппликацию тщательно проутюживаем через влажную марлю. Сегодняшнюю работу мне хочется оформить как картину, в рамку. Определяемся с размерами, отрезаем лишнюю ткань. Теперь главный вопрос. Как закрепить картину в рамке? Самый простой и доступный способ – обычный канцелярский клей-карандаш. Промазываем им картон, накладываем сверху картинку и хорошо прижимаем. Но у меня под рукой оказался монтажный клей, жидкие гвозди. Тоже прекрасно все держит. Вставляем нашу картину в рамку
и можно любоваться. Готова милая, красивая картина. Как ухаживать, периодически смахивать пыль. При желании в такой технике можно сделать еще самые разные картинки, хоть весь ботанический сад. В общем, девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!